Всем привет! Меня зовут Шура и добро пожаловать ко мне на канал. В этом видео мы с вами, как вы уже догадались, будем вязать вот эту вот красивую шикарную корзинку из шнура. Вот такая вот она у нас получается. У нас деревянное дно, деревянная крышечка, и вязать мы ее будем из шнура карамель диаметром 5 миллиметров. Цвет я выбрала мандарин, такой шикарный оранжевый цвет осенний, как раз вот под цвет нашей тыковки. Вязать мы ее будем моим любимым узором, колосок или елочки, то есть все называют его по-разному, кому как нравится, кому как удобно. В общем, это мой любимый узор в последнее время. Мне прям очень нравится вязать им, он очень хорошо держит форму и просто идеальный узор для нашей корзинки, потому что когда я решила вязать нашу корзинку из шнура, да, то есть когда я приложила мой шнур мандарин к этой тыкве, все, сомнений никаких не было, я поняла, что я буду вязать именно из этого шнура, именно вот такую корзинку. Но вот встал вопрос о узоре, да, то есть шнур, он у нас все-таки тоньше, чем трикотажная пряжа, поэтому узор должен быть достаточно плотным, чтобы выдержать наши стенки. Ну и естественно, без сомнений я выбрала свой любимый узор, вот такой вот колосок или косички. Шикарно он смотрится, елочки, косички, колосок, в общем, название в принципе не важно, важен сам процесс вязания. Вяжется она очень быстро и очень легко. Я вязала вот такую вот невысокую корзинку, вы можете связать на ваше усмотрение, сделать ее намного выше или еще, допустим, покороче, то есть это все зависит от вашей фантазии, да? Теперь, смотрите, хранить здесь можно все, что угодно. Я делаю эту корзинку для детей своих. У нас сегодня начало октября, поэтому корзинка с тыквой на Хэллоуин. То есть мы сюда сложим всякие сладости, конфеты, чупа-чупсы, там, я не знаю, и все это будет у нас здесь красиво храниться. Итак, по поводу материалов я уже сказала, что вязать мы будем из шнура карамель 5 мм диаметром, без сердечника, это плоский шнур, имейте в виду, потому что очень много у меня спрашивают, знаете, вот после мастер-классов в комментариях пишут шнур с сердечником или без сердечника, вот решила напомнить, что шнур карамель, он без сердечника, это плоский шнур. И он сам по себе, по своему составу вообще очень достаточно плотный, и шикарно из него вязать вот такие вот корзинки. Теперь понадобится нам чуть больше одного мотка. У меня ушло где-то примерно плюс-минус, я вот честно не считала, где-то 1,5 мотка шнура у меня ушло. Также нам понадобится 2 донышка. Заказывала я их там же на сайте Пряжа Центр. Донышки диаметром 20 сантиметров. Одно дно простое, без рисунков, без ничего, и второе дно с рисунком. Я подробнее о них рассказываю в одном из своих предыдущих видео, то есть я получила посылку, снимала распаковку, и там более-менее это все подробно показывала, поэтому, если хотите, можете перейти по ссылочке, я оставлю ее вот здесь вот в описании, и посмотреть, что же там есть на сайте Пряжа Центр интересного. В принципе, корзинка достаточно бюджетная, то есть все эти материалы вы можете заказать на одном сайте, и оно все придет к вам одной посылочкой. Также для вязания нам понадобится крючок номер 5. Для обвязки донышка, для вязания основного полотна один и тот же размер крючка. Вот, в принципе, и все, что я хотела вам рассказать про эту корзинку. Ничего сложного, вяжется очень-очень быстро. Я ее связала буквально за час, и давайте, не буду отвлекать у вас много времени, давайте уже покажу, как ее вязать. Итак, начнем мы с вами с обвязки нашего донышка. Для начала нам нужно будет оставить небольшой хвостик, где-то сантиметров 60 для закрытия рядов. И берем крючок номер 5. Можете взять больше или меньше, все зависит от вашей плотности вязания. Итак, вставили крючок в дырочку, вытащили первую петельку и провязываем первый столбик. У нас по кругу в донышках от Пряжи Центр получается 20 сантиметров диаметр, у него 48 дырочек. И теперь смотрите, такой момент, дырочки у нас достаточно толстые, больше подходящие для пряжи, то есть при обвязке пряжи мы можем не делать прибавки, а просто обвязать по кругу в каждую дырочку по одному столбику. Так как вяжем мы с вами из шнура, шнур у нас намного тоньше, чем пряжа, это видно по вот этому нашему столбику, то есть у нас вот здесь остается достаточно большая дырочка. Мы это все дело, конечно, потом спрячем, но нам нужно сделать прибавки, потому что если мы
шнуром обвяжем в каждую дырочку по одному столбику, наше вязание вот так стянется. И в итоге у нас получится вот такая вот корзинка, да, то есть края будут наши неровные, прямые, а немного вот так вот будет это все стягиваться. Поэтому мы с вами делаем прибавки. Теперь по поводу прибавок, как мы их распределим, да, в стандартном круге у нас в каждом ряду добавляется 6 прибавок. Но опять же, так как дырочки достаточно большие, шнур у нас всего 5 миллиметров, поэтому сделаем мы нам немного больше прибавок. То есть смотрите, 48 разделить на 6, это получается 8 столбиков, да, то есть через каждые 7 столбиков в 8 мы бы делали прибавку, тогда по кругу у нас получилось бы 6 прибавок. Мы сделаем немного наоборот, мы сделаем 8 прибавок, но через каждые 5 столбиков в 6 мы будем делать прибавку. Теперь первый столбик мы провязали, далее вставляем крючок в следующую дырочку, захватываем нить, вытягиваем и провязываем второй столбик, снова следующая дырочка, третий столбик, четвертый столбик и пятый столбик. Вот смотрите, наше вязание, если мы это все дело расправим, получается, видите, с вот такими вот дырочками, промежутками между ними. Поэтому нам нужно сделать немного больше прибавок, чтобы у нас вот здесь все не стянулось, когда мы будем поднимать стеночки. Так, вот здесь у меня немножко сильно я расслабила. Я перевяжу этот столбик, получается пятый столбик, и в 6 мы с вами делаем прибавку. Первый столбик прибавки, и в эту же дырочку мы вставляем крючок и вывязываем второй столбик прибавки. Вот что у нас с вами должно получиться. Далее у нас идет по рисунку снова 5 столбиков. Раз, два, три, 4 и 5. Вот так вот. И снова делаем прибавку. Первый столбик прибавки, и в эту же дырочку мы вставляем крючок и вывязываем второй столбик прибавки. И вот что у нас получилось. Вот такой вот раппорт нашего рисунка обвязки донышка. То есть через каждые 5 столбиков в 6-ю дырочку мы делаем прибавку. Таким образом обвяжем до конца ряда. Думаю, с этим вы справитесь, ничего здесь сложного такого нету. Поэтому обвязываем сами, и я покажу вам, что делать дальше. Итак, я довязала до конца ряда. Получается, через каждые 5 столбиков делала прибавку. В принципе, вы можете себя проверить, пересчитать. И вот здесь в конце ряда, в последнюю дырочку, мы с вами провязываем прибавку. Раз. И в эту же дырочку 2. И теперь закрываем ряд нашим хвостиком, то есть последний столбик мы не провязываем, придерживаем его пальчиками, берем наш хвостик и закрываем ряд нашим хвостиком, вытягиваем его полностью из нашей петельки. Далее, смотрите, вот он самый первый столбик, и вот его вершина. Вставляем вершину с обратной стороны, вот таким вот образом. Захватываем наш хвостик и вытягиваем его наизнанку. Теперь у нас сформировалась такая незаконченная петелька. Находим, вот он наш последний столбик, да, откуда выходит наш хвостик. И у нас есть вот такая перемычка от петли. И вот она, его вершина. Вставляем крючок под перемычку и в середину вершины. Вот так. Далее захватываем наш хвостик и вытягиваем его полностью. Далее подтянем это все дело. И вот, обратите внимание, у нас получилось такое бесшовное, красивое соединение. И мы обвязали ряд. По кругу у вас должно получиться 56 столбиков. Можете себя проверить со всеми прибавками. Ну а теперь нам нужно закрыть вот эти вот наши дырочки. Видите, если бы мы обвязывали это все пряжей, дырочки были бы не такими большими. Вот, в принципе, если вам нравится так, то вы можете оставить так. Но я делаю всегда обвязку. Она у меня, во-первых, закрывает наши вот эти дырочки, а во-вторых, играет роль такой, так скажем, ножки. То есть вот эта вот деревянная основа, она уже не касается стола и не будет его царапать, как многие переживают, да. Теперь смотрите, вот откуда у нас выходит хвостик. Значит, в следующую, вот в эту вот дырочку,
Вот, мы вставляем крючок и захватываем нашу рабочую нить, вытягиваем петельку. Вот так вот. В следующую дырочку мы вставляем крючок, вытягиваем 2 петли у нас на крючке и протягиваем вот эту вот вторую через предыдущую. Обвязываем соединительными столбиками. У нас снова 2 петли на крючке, протягиваем ее через предыдущую. В следующую дырочку вставляем крючок и протягиваем. Вот что у нас с вами получается, видите? И все наши дырочки автоматически прячутся под нашей вот этой вот обвязкой соединительными столбиками. Таким образом довязываем до конца ряда без изменений. То есть в каждую дырочку мы вставляем крючок и вытягиваем всего одну петельку. Старайтесь сильно, кстати, вот эти вот петельки не затягивать, чтобы они не были такими разными. Старайтесь делать их одинаковыми, и все будет у нас ровно и аккуратно. Ну вот, я довязала до конца ряда, у меня осталась последняя дырочка, и теперь мы с вами будем закрывать ряд. Мы вставляем крючок в эту дырочку и вытягиваем уже не рабочую нить, а наш хвостик. И протягиваем его полностью, вытаскиваем. Вот так вот. Вот эта петелька немного расслаблена, не переживайте, так как у нас вот здесь ничем не закреплено, поэтому она будет немного распускаться. Но теперь смотрите, вот он наш самый первый столбик. Мы вставляем крючок под его вершину, да, получается. Вот таким вот образом мы вставляем крючок за обе наши стеночки вот этой петельки, захватываем наш хвостик и вытягиваем его. Вот так. И вот у нас, видите, такая полупетелька сформировалась. Если мы ее вот так сделаем, вот она закрылась. Находим вот эту вот последнюю дырочку нашу, вставляем крючок в нее так, чтобы выйти ровно посередине вот этой последней петельки. Захватываем нить и вытягиваем ее наизнанку. Вот что у нас с вами получилось. Так, сейчас я рабочую подтяну. Вот такое вот бесшовное соединение, красивое и аккуратное. Далее мы с вами переходим на вязание наших стеночек. Хвостик убираем, берем рабочую нить. Обратите внимание, вот откуда у нас выходит вот эта рабочая нить. Находим вот этот вот столбик и вставляем крючок вот таким вот образом в середину вершины. И сзади вот она наша перемычка, да, за которую мы с вами заходим, когда закрываем наш ряд. Вот таким вот образом мы вставляем крючок при обвязке донышка и поднятии первого ряда наших стенок. Вытянули петельку и провязали первый столбик. Вот что у нас с вами получилось. Далее вот она следующая вершина. Вставляем в середину вершины и с обратной стороны под перемычку. То есть вот такие вот 2 полупетельки у нас. Захватили, вытянули, вытягиваем на одном уровне с вот этой вот петлей на крючке, чтобы столбики наши были одинаковыми, и провязываем далее следующее в середину вершины и сзади вот под перемычку. Захватили нить, вытянули на одном уровне с петлей на крючке, провязали. Первый ряд у нас идет вспомогательный, то есть мы вяжем просто столбики без накида, без всяких изменений, без всяких прибавок и убавок. В каждую вершину, в каждую петельку, да, получается, мы провязываем по одному столбику без накида. И вот что у нас с вами получается. Вот так вот. Довязываем так сами до конца ряда. Самый простой ряд рисунка, здесь ничего сложного нету. Довязываем до конца, закрываем ряд хвостиком. Думаю, показывать вам этот момент уже не нужно. С этим вы справитесь сами. То есть вот она, наша самая первая вершина, ну а последнюю вы уже найдете. Итак, наш ряд довязан, я закрыла его хвостиком. И теперь смотрите, что у нас должно было получиться. Вот такой вот ряд из столбиков без накида. Далее мы переходим к вязанию уже непосредственно нашего рисунка, самих елочек. Находим вот он наш последний столбик, видите, откуда у нас торчит наш хвостик.
вставляем крючок в раскол ровно посередине нашей галочки и провязываем первый столбик. Вот что у нас с вами должно будет получиться. Далее немного подтянем его, чтобы он не был сильно большим. Вставляем крючок вот сюда, то есть в основание этой галочки, в которую мы провязали наш новый столбик. Вот сюда вставляем крючок, вытягиваем первый длинный столбик. Вытягиваем его на одном уровне с вот этой петлей на крючке. Далее один пропускаем и на шаг вперед. Вот сюда, в основании вот этой вот галочки. Получается, вторую мы пропускаем и в третью мы вставляем крючок в основание третий. Захватываем нить и вытягиваем вторую часть столбика. Далее провязываем нашу елочку. И вот этот вот третий столбик, в основании которого мы вывязывали нашу елочку, мы вставляем крючок в раскол и провязываем столбик без накида. Вот что у нас с вами получается. Это весь раппорт нашего рисунка. Далее в основании получается вот этого вот столбика, который мы провязали последним, откуда у нас выходит, видите, вторая часть первой елочки. Вставляем крючок вот сюда в основание. Захватываем нить, вытягиваем первый длинный столбик. Далее один пропускаем и в основание второго вставляем крючок и вытягиваем второй длинный столбик. Провязали все 3 петли вместе. И вот он, этот столбик, в основание которого мы провязывали нашу елочку, мы вяжем в раскол галочку. Вот так вот. То есть ничего сложного нет. Главное не запутаться. И вот здесь, когда мы будем вывязывать каждую елочку, не забыть пропустить вот здесь вот один столбик между нашими вот этими вот иголочками, так скажем. Снова покажу. В основание вот этого предыдущего столбика мы вставляем, вытягиваем, один пропускаем и в основание следующего мы вставляем крючок и вывязываем второй столбик. 3 петли на крючке, провязываем их вместе. Вот так. И вот у нас открылся этот столбик, в основание которого мы вязали елочку. Провязываем в него столбик без накида. Вот такой вот очень простой и очень плотный узор у нас получается. Снова показываю в основание предыдущей елочки. Раз, два, в основание второго столбика. Вставляем крючок и вывязываем новую елочку. Далее вот он, этот столбик. Он у нас в принципе его видно, но грубо говоря он спрятан под елочкой. Вставляем крючок в раскол и вывязываем столбик без накида. Вот таким вот образом мы будем вязать с вами до конца ряда. Как только мы довяжем ряд до конца, закрываем его хвостиком. Вот он, получается, наш первый столбик. И в конце ряда мы должны закончить с вами елочкой. Ну вот, подошли мы с вами к концу ряда. У нас осталась последняя елочка. И вот он, получается, один столбик между нашими двумя иголочками, так скажем, да. Заводим крючок вот сюда в основание предыдущего столбика. Вытянули. И в основание самого первого столбика. Видите, откуда выходит вот эта вот часть нашей самой первой елочки. Мы вставляем крючок сюда, вытянули, и теперь закрываем ряд нашим хвостиком. Берем хвостик и вытягиваем его. Вот так вот. Вот она, видите, наш первый самый столбик, и вот она, эта вершина. Вставляем крючок под вершину, захватываем нить, вытягиваем. Здесь вот с обратной стороны, обратите внимание, так как у нас 2 столбика у елочки, да, мы вытягиваем 2 петельки, у нас получается 2 перемычки и середина вершины. Захватываем наш хвостик и вытягиваем наизнанку. Подтянули, и вот что у нас с вами получилось: бесшовное соединение. Вот такой вот узор елочки. Вот эти вот петельки, видите, все, которые вот немного перекручиваются, их необходимо поправлять.
и необходимо поправлять желательно во время вязания, потому что потом это будет сделать намного сложнее. Теперь находим наш самый первый столбик, видите, вот последний, откуда выходит наш хвостик. Начать с елочки мы не можем, нам нужна основа, поэтому мы находим вот он первый столбик предыдущего ряда, вставляем крючок в раскол. Обратите внимание, чтобы у нас и с лицевой, и с изнаночной стороны крючок выходил ровно посередине. И теперь вывязываем первый столбик. Вот так вот. Далее в основание получается столбика предыдущего ряда вот таким вот образом, видите, вот сюда в основание мы вставляем крючок и вытягиваем первую петельку нашей елочки. Вот здесь вот можно ее поправить, чтобы она шла ровная. Далее вот он следующий столбик, получается это столбик, который мы пропускали, наша елочка, и вот следующий столбик. В его основание мы вставляем крючок, захватываем нить и вытягиваем вторую часть нашей елочки, провязываем все вместе, вот так вот. Далее вот он, вот этот столбик, в основание которого мы вывязывали елочку, вставляем крючок и вывязываем столбик без накида. То есть раппорт нашего рисунка совершенно не меняется: столбик, елочка, столбик, елочка, столбик. Через один чередуем, снова вставляем в основание нашего столбика крючок, вытягиваем елочку, первую часть елочки, вот он следующий столбик, в его основание мы вставляем крючок и вытягиваем вторую часть нашей елочки. Далее провязали все 3 петли вместе, и вот он этот столбик, в основании которого мы вязали елочку, вяжем столбик без накида. Вот так вот это будет у нас выглядеть. Ничего такого сложного нету, это очень простой узор и шикарно подходит именно для корзинок из шнура, так как он очень хорошо держит форму, получается такой достаточно объемный, толстый, поэтому он просто идеален для корзинок из шнура. Вот так. Думаю, с этим вы уже справитесь сами. Принцип узора, надеюсь, вы поняли. Тут никаких таких сверхъестественных заворотов крючка делать не нужно. В принципе, первый ряд, он у нас повторяется и до самого конца. Таким образом, мы довязываем ряд до конца. Вот он наш первый столбик, и вот она его вершина. После того, как довяжем ряд до конца, закрываем ряд хвостиком и поднимаемся на ряд выше и вяжем таким образом на ту высоту корзинки, которая нам нужна. То есть будь то небольшая корзинка, будь то большая прям высокая корзинка, то есть все зависит от вашей фантазии, и поэтому вяжем такую высоту, которая вам понравится. Ну вот что у нас получилось. Я провязала 6 рядов, посмотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядов косички, и 7 получается дополнительный ряд, когда мы с вами просто столбиками без накида поднимались на стеночке. Теперь смотрите, я немножко под сериальчик тут запарилась и провязала ее до конца, пришлось распускать, поэтому у меня шнур немножко помятый. Но давайте покажу. В принципе, тут ничего сложного. Нам нужно вот здесь, вот как мы в самом начале, когда дно вязали, обвязывали вот эти дырочки наши, прятали под соединительные столбики. То же самое нам нужно сделать вот здесь сверху. Находим, видите, вот он последний столбик, вот куда у нас идет наша ниточка. Вставляем крючок под вершину этого столбика и вытягиваем петельку. Далее следующая вершина, захватили нить и вытянули петельку. Следующая вершина и вытянули петельку. То есть мы повторяем то же самое, соединительными столбиками обвязываем за каждую вершину. Точно так же, как вот здесь мы вязали соединительные столбики в каждую дырочку. И вот что у нас с вами получается. Старайтесь вот эти вот петельки сильно не затягивать, так как здесь у нас все-таки не дерево. Здесь как бы мы сильно не затягивали, у нас дно не стянется, а вот здесь уже, если мы затянем сильно вот эти вот наши соединительные столбики, то наше вязание вот так вот в кучку соберется. Поэтому старайтесь эти столбики сильно не затягивать. И таким же образом мы довязываем до конца ряда, и наша корзиночка готова. Ряд закрываем точно так же, как и на дне мы закрывали соединительные столбики.
Так что, в принципе, это самый простой ряд, ничего здесь сложного нету. И вот что у нас получается. Это все потом расправится, придавим, немножко отпарим, и вот что будет у нас. Итак, я довязала до конца ряда. Обратите внимание, вот он конец. Здесь ничего такого сложного нету. Я довязала, обрезала нить, закрыла ряд хвостиком своим оставшимся. Вот здесь вот хвостики, которые у нас остались внутри вязания, мы их связываем, чтобы они не распускались, и прячем в наши столбики, в наше вязание. И вот такая вот корзиночка у нас получится. Пока она не очень такая прям ровная, ее нам нужно еще с вами будет отпарить, чтобы все наши петельки легли ровно по местам. И вот такая вот корзиночка у нас с вами получается. Мне данной высоты достаточно. Я не хочу делать ее сильно высокую, поэтому я связала всего 6 рядов. Вы можете связать больше, то есть рядов 8, 9, 10 и так далее. То есть смотря насколько высокую корзинку вы хотите. Теперь дело осталось у нас за крышечкой. Крышечку мы с вами обвязываем точно так же, как и наше дно. То есть у нас здесь точно так же 48 столбиков по кругу. Обвязываем мы также, делая прибавки в каждую шестую дырочку. И точно так же вот здесь, вот видите, соединительными столбиками перекрываем наши оставшиеся дырочки. В принципе, ничего сложного. Сейчас покажу, что в итоге получилось. Итак, смотрите, я обвязала свою крышечку. У нас здесь будет небольшое отличие от донышка. То есть я провязала ряд, получается, столбиками. Каждую шестую дырочку я сделала прибавки, обвязала соединительными столбиками, спрятала дырочки. И теперь еще дополнительно соединительными пройдемся вот здесь вот по краям вершины. То есть мы вставляем крючок под любую вершину и начинаем вязать соединительными столбиками по краям наших вершин вот этих вот столбиков. То есть в каждую вершину мы вяжем точно так же соединительный столбик. В принципе, ничего такого сложного здесь нету. Вот единственное отличие получается. Мы дополнительно, можно сказать, и укрепим нашу крышечку, и скроем, так сказать, наши ненужные недостатки. Вот таким вот образом будет выглядеть наша крышечка. Теперь довязываем сами до конца. Дальше обрезаем нашу ниточку, закрываем ряд, точно так же, как и все предыдущие наши соединительные ряды. Прячем ниточки и смотрим, что у нас получилось. Ну и вот, в принципе, что у нас с вами получилось. Вот такая вот интересная крышечка. Вот так вот она выглядит с обратной стороны. Все ниточки я попрятала. Тут также в корзинке я все ниточки спрятала, выровняла ее. Вот такая вот интересная корзинка у нас с вами получается. Шикарный узор, шикарно держит форму, то есть ее очень сложно наклонить. И плюс мы руками точно так же это все можем поправить. Крышечка идеально подходит. И вот такая вот корзиночка у нас с вами получается. Шикарно украсит ваш интерьер, особенно осенний интерьер получается. Сюда можно положить все, что угодно, можно положить какие-то угощения, да, сладость или гадость, конфеты, чупа-чупсы, печенье, мармелад, в общем, все, что придет вам в голову. И все это красиво, аккуратно будет лежать у вас на столике в праздник, например, на Хэллоуин, либо также, если это будет новогодняя корзинка, да, с другим рисунком. То же самое, те же конфеты. Также можно сделать здесь абсолютно любой рисунок, выбрать и просто сделать корзинку для хранения. Допустим, здесь можно хранить какие-то мелочи, также можно использовать в кухне, то есть это все очень хорошо поддается стирке за счет своего глянцевого покрытия. Я рассказывала в одном из своих предыдущих видео о том, что у меня есть несколько корзин вот с такими вот донышками, да, от сайта Пряжа Центр. Я их не раз стирала, причем стирала я их в стиральной машине, так что в принципе ничего, никаких последствий нету после моей стирки. И стирала я их не раз, поэтому не переживайте. Особенно, знаете, то, что у нас такой плотный рисунок, плюс мы вязали корзину из шнура. Это очень хорошо для стирки, да, то есть все мы с вами знаем, что стирку шнур выдерживает намного лучше, чем пряжа. Пряжа, она со временем теряет цвет, теряет форму, ну и рисунок уже совсем не так выглядит. Поэтому шнур — это самое то для корзин и самое то для стирки.
Вот такая вот, еще раз покажу, у нас корзинка получается, мой любимый узор. И, в принципе, это все. Спасибо всем, кто остался со мной до конца. Спасибо, что досмотрели. Если вам было интересно, поставьте лайк, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новых других интересных видео. Ну, а пока, всем пока и до новых встреч!